Очень рано утром пришли в мясную лавку. Один только продавец здесь. Никого еще нет. Мне захотелось приготовить чикен манчуриан на наш манер. You want to make chicken Manchurian? Yes, but my style. Я нашла рецепт в интернете. Окей, let's see. Нашла рецепт в интернете. Наша девочка, кулинарный блогер, может, ее многие знают, Алина ее зовут. Так вот, она приготовила недавно, выставила видео, рецепт курица в кляре, у нее это называют. И я поняла, что это практически то же самое, что индийский чикен манчуриан. Сегодня буду готовить. Так, а здесь у нас те же на манеже. Еще плюс Ганеш присоединился. Ганеш, привет! Кто тут песни поет? Кто тут песни поет, а? Кошачки вы наши хорошие. Учуяли запах курочки. Давайте я вас немножечко подкормлю. Видите, они все-таки предпочитают натуральное мясо или рыбу корму. Корм, конечно, они тоже с удовольствием едят, но курица в приоритете. А тебе не досталось? Сейчас я тебе дам. Для Умки возьму филешечку, чтобы по-честному. На, давай, лови. Все, теперь не мешайте. Так, друзья, я же с вами не успела поздороваться. Всем привет! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Ну и, собственно, я уже приступила к готовке. Значит, курочку я порезала такими вот мелкими кубиками. И готовлю сейчас кляр. Я добавила 1 яйцо и пару ложек соевого соуса. Сейчас я туда еще добавлю крахмал. У меня кукурузный. Пару ложечек крахмала. Ну, это не совсем как чикен манчуриан. Возможно, пора поделиться с вами настоящим рецептом индийского чикен манчуриан. Ну, вообще, изначально это китайское блюдо. Просто в Индии очень любят китайскую кухню и готовят немножко как на свой манер. Перемешиваем все. И сейчас я добавлю еще туда потру чесночок. Тщательно перемешиваем кляр и добавляем туда чесночок. Натираем на терочке. Я уже 2 дольку чеснока натираю, потому что у нас в семье его очень любят. Едим его на завтрак, на обед и на ужин. Так, и еще я хочу добавить туда приправу. Приправа у нас осталась от пиццы. На День Республики Артур у нас выступал, я снимала об этом видео, и мы ему заказали на вечер пиццу в честь праздника. Ну и, собственно, осталась приправа. Так, ну и дальше... Вот, ну и дальше погружаем в этот соус нашу курочку и оставляем ее в холодильнике примерно на час. Автор советует даже, можно и на всю ночь оставить курочку, тогда она еще лучше пропитается всем этим соусом. Автор, я имею в виду, это девушка, которая рецептом поделилась на ютубе. Все, Артур придет со школы и даст вам корм. Божественный аромат, поэтому, собственно, и кошки, коты собрались. Значит, блюдо уже практически готово. Сейчас я выложу на салфетку и позову Парама пробовать. Парам, are you ready? Он купается. Ну, сейчас, окей. After 5 minutes. Спрашиваю, ты готов, а сама уже камеру включила. Ту-ду-ду-ду. Ну, давай, Парам, пробуй. Сейчас мы проверим, what is it better? Чикен манчуриан или курица в кляре? Я аж немножко волнуюсь. Ну что? Очень вкусно. Я еще, кстати, черным перцем посыпала. Это, на мой взгляд, очень важно. Черным перчиком. Очень вкусно. Food very delicious. No, what is better, chicken manchurian or this? No, this is вкуснее, чем чикен манчуриан, который Парам обычно ест в китайских ресторанах. But very bad service. Что значит bad service? Do not give fork proper.
Это он уже подкалывает, что я ему забыла вилку сразу подать. Говорит, ему пришлось напомнить. Говорит, плохой сервис. Ну, это он уже, знаете, шутит. Парама такой вот. Very tasty. Юмор. Окей, delicious. I'm very happy. Окей, eat. Это like starter. And обедать мы будем in Нерал, да? Обедать мы будем в городе, в Нерале. Мы сейчас уезжаем. А это такой вот перекус. Окей, eat and go. So where you want go now? I have work, many work. In top. Hello. See me in Trete. Yeah. No, first finish this food, Парам. Coming. 2 minutes coming. Артур уже вернулся со школы, поел, переоделся. Давай быстрее, Артур. Поехали. Артур, ты дверь закрыл? Ага. Значит, друзья, собственно, мы сейчас едем в город для того, чтобы купить ему новые ботинки. Артур, закрыл? Да. Положи, пожалуйста, ключ. А ну, дай мне ключ и пойдем. Здесь у нас в Матаране не нашлось его размера. Мы уже неделю как просим. Этот мужчина, который продает ботинки, обеспечивает всех школьников нашего Матарана. Обещал, но так и не привез Артуркин размер. И мы сейчас надеемся, что сможем купить их в городе. Артур, побежали. Are you ready? Yes, I'm ready. You take money. Yeah. Значит, у них в школе строгие правила по поводу внешнего вида учеников. Обязательно школьная форма и обязательно вот такие вот ботинки черного цвета. Они ужасного качества, вы не думайте, да, кажется, что Артур их носил несколько лет, не снимая. Но нет, всего пару месяцев. И вот приходится покупать новые и новые каждые 2-3 месяца. Значит, в прошлом году или в позапрошлом году, я уже точно не помню, мы купили в Мумбаи хорошего качества ботинки, но не нашли чисто черные. Там какие-то небольшие вставочки были красного цвета. Ну, совсем чуть-чуть, прям приглядываться надо. Но, тем не менее, каждое утро их мониторят старшеклассники, и Артуру делали замечания. Ну, естественно, да, ребенку неприятно каждый день практически слушать эти замечания. Ну, хотя я ему говорила, ты скажи так, скажи, что это хорошего качества, что тебе... Ну, короче, ну, он все-таки ребенок, и ему не хотелось все это объяснять другим детям. Значит, в итоге мы купили ему такую обувь, как у всех, которые потеют ножки. А еще носки красные, обязательно красные гольфы. Купили мы здесь в Матаране красные гольфы. Тоже, говорю, натуральные, катон. Да, но они упакованные были. Достаю дома. Такой запах неприятный, химический пошел. Ну, синтетика такая, знаете, прямо аж звенит до такой степени синтетически. Ну, вот сейчас еще гольфы постараемся найти. О, классно! Сейчас Анита нас повезет. Let's go, Анита! Поехали с ветерком. Кстати, она пару раз переворачивалась, да? Но мы потом уже с Фарамом это обсудим. Как бы при ней неудобно, она может понять на английском. Давай. Ну, с Богом. Так, ну это чтобы веселее, да, чтобы веселее было ехать, да, Парам говорит, energy. Energy. Табако. Yes. Здесь называют так. Хо-хо. चार्जिंग पे लगाएली Кто не смотрел нашу предыдущую серию, кстати, желательно смотрите все наши серии и старые тоже, заходите на канал, смотрите старые серии, потому что все взаимосвязано у нас как сериал. Так вот, я в предыдущей серии рассказывала, что Анита единственная у нас в Матаране женщина, которая управляет рикшей. Этим она занимается буквально недавно, 4 месяца, как за рулем, как села за руль. Так как и у ее мужа... Ой, нет, Джимми, ну зачем? Зачем ты за нами бежишь? Нет, Ладно, все, Артур, не беспокойся, она умная собака, она дорогу обратно найдет, и если что, ее другие собаки...
Другие собаки. Все, она пошла, да. У нее вот, видишь, еще увлечение гоняться за лошадьми. Сейчас она отвлечется от нас. Опять бежит. तेरे को माशा बजाएगा भी Ей просто захотелось побегать. Why you fight? Что, почему вы ссоритесь? he put all time outside this side Артур, да, ни в коем случае нельзя. dangerous Нельзя, да, высовываться. Особенно, когда за рулем. За рулем женщина. Понял, Артур? Будь бдительным. she don't know Работает примерно с 7:30 утра до 10 вечера. Ну, естественно, с перерывами на обед, на перекус, на подзарядку рикши. Но все равно очень длинный рабочий день. А, я, по-моему, не договорила. Значит, у нее есть муж, но у мужа страх. Как страх к вождению. Не смог его пересилить. Ну все, слава богу, доехали. Без приключений, значит, билет стоит 35 рупий с человека. Артур в том числе. Thank you. Thank you. Спасибо, слава богу, довезла нас. Без приключений. Доехали. Это уже у нас какая-то традиция. Парам сюда покупает манго. Не знаю, что-то я не хочу. О, ну ладно. Очень кислые. Давай я тоже чуть-чуть добавлю специи. Потому что со специей не так сводит от кислоты щеки. О боже, Парам встретил Паравинбая. Это самый главный паломник нашего Матарана. Видите, у Парама уже глазки загорелись. Парам очень хочет поехать на Маха Кумбхамела. Я думаю, что многие из вас уже слышали об этом грандиозном мировом событии. Сейчас. So you also want to go? very want You go train or car? From Mathiran, Okay, how many people? we all are five. five 5 человек на машине, на автомобиле. अरे वो मेडिकल और कौन है प्रतीक प्रतीक और बार क्या आपने हेमंत के भाई कहाँ Протик, это Бавин Бразер, मे भी सर तांबे also. брат Бавина, в общем, 5 человек собираются. So when? Which day? Когда? 31st 31-го. For how many days? We are going for nearly 8 На 10 дней они собираются. going to Mahakan. Ну что, пожелаем им счастливого пути, но может быть мы еще увидимся до этого. So they don't have place. Я говорю, у них нет места в машине. You give permission, they have permission. Ага, говорит, ты дашь мне разрешение, говорит, найдется место и для меня. Маха Кумбхамела переводится как период Великого Омовения. Длится он 44 дня и происходит, внимание, раз в 144 года. Индуисты верят, что именно в этот период на землю спускается максимальное количество божественной энергии. Религиозное собрание проходит в священном городе Праяградж, это штат Уттар-Прадеш. По оценкам экспертов, сюда приедет не менее 400 миллионов паломников. В этом городе находится место слияния 3 священных рек. Реки Ганга, Ямунга и Сарасвати. Сарасвати – это ведическая река, которая исчезла около 5000 лет до нашей эры. Собственно, в этом месте верующие совершают омовение. Омовение, которое, как считается, смывает грехи и ведет к мокше. Мокша – это освобождение от перерождений, от реинкарнации и достижения нирваны. Такая душа становится полностью свободна. Вы только представьте себе на минуточку, масштабы ошеломляют. 500 миллиарда человек за 44 дня посетит этот город. Это невероятно. Только в Индии удалось собрать в одном месте такое количество людей. Да, это мировой рекорд. Как такое возможно? Напишите, что вы думаете об этом. Сразу уточню, что паломники съезжаются со всей страны и со всего мира. И это не только индийцы, богатые, образованные, успешные люди со всех стран нашей планеты уже посетили или скоро приедут в этот город.
Ну а теперь добавлю ложку дегтя в бочку с медом. Я вам должна об этом рассказать. Значит, сегодня в новостях сообщили о давке, которая произошла этой ночью в месте проведения Маха Кумха. Как итог, много пострадавших, люди с серьезными ранениями попали в больницы города. К сожалению, несмотря на принятые меры безопасности, трагедия уже произошла. Кто-то считает, что это произошло из-за несоблюдения порядка. Паломников оказалось в эту особенную ночь больше, чем ожидалось, и люди стали лезть вне очереди. А кто-то даже подозревает, что давка была на самом деле спланирована и организована какими-то людьми. Ведется расследование. Так что, друзья, вот так вот. Ну, на самом деле можно совершить омовение в эти дни в любом другом природном водоеме. Можно молиться, держать аскезу, и все это будет вам во благо. И это я не придумала сама, прочитала в достоверных источниках. Я считаю, что верующие не должны превращаться в фанатов. Берегите себя и тех, кто с вами рядом. Very dangerous. Ну вот мы и в Нероле. Прежде всего мы сделали остановку возле этого магазина. Здесь продаются ткани, и мы хотим купить ткань для того, чтобы пошить Артуру новую форму. Решили заодно ему и форму обновить. И Парам, please repeat, повтори то, что ты мне говорил во время пути. After 144 years later, Mahakumbh coming. No, I'm not possible. Arthur not possible. Arthur children's not possible. Maybe grandchildren's possible. Окей, сейчас я переведу. Значит, Парам говорит, мы не должны упускать этот шанс, говорит. Следующий этот фестиваль состоится через 144 года, и мы туда точно не попадем. Мы, в смысле, я и Парам. Говорит, Артур тоже, скорее всего, не попадет. Хотя Артур, мало ли, а вдруг скоро изобретут какие-то там молодильные яблоки. Я не знаю, что говорит. Артура дети тоже, скорее. Может быть, Артура внуки только смогут побывать на этом фестивале. One dress, two dress. One dress. Так что, говорит Парам, нам нужно постараться. И еще кое-что Парам интересное рассказал. Значит, 144 года назад на предыдущем этом религиозном собрании, значит, в те времена Индия была британской колонией. И британцы придумали брать с каждого участника этого религиозного собрания налог. One rupee, да, one rupee. И сколько это сейчас, значит, в те времена, 144 года назад, 1 рупий, это эквивалентно сегодняшнему, so how much it is now? Now 42,000. Как 42, 42 тысячи. Ничего себе, 1 рупия 44 тысячи. 144 years before. One tailor, 1 month, even not possible make 1 rupee that time. Говорит, за целый месяц один портной не может даже заработать такую сумму. Но, тем не менее, индийцы готовились к этому в течение нескольких лет. Ну и, собственно, и сейчас тоже, да, это сейчас тоже очень недешево. Собственно, почему я и не хочу, чтобы Парам ехал. Это очень дорого. Люди там за 5 лет, наверное, как там, я не знаю, готовят своего ребенка к свадьбе, так и или там на образование откладывают деньги, так и многие индийцы откладывают заранее деньги на это мероприятие. Вот, например, билеты на самолет. Парам, я хочу about tickets. Значит, смотрите, мы когда в прошлом году летали в Кашмир, это еще больше расстояние. Билет мы покупали заранее. Заплатили билет. Один билет где-то 7 тысяч. Ну, это нормальная цена. Ботача, I said ботача, fruits, come and buy. Everyone. Она Парама спросила, что, говорит, твоя жена рассказывает, о чем ее видео. Ну, я ж пошутила, говорю, рассказывая о том, что какая прекрасная женщина продает чудесные вкусные фрукты. Приходите и покупайте у нее. Пришли в цех, посмотрите, Парам злится. Но сейчас я вам расскажу, посмотрите, прямо зубы скалит. И тут посмотрите, ну, я не знаю, попал в кадр. Вот этот вот мужчина, он спал. Мы зашли, и он спал. Потому что сейчас послеобеденное время, говорит, индийцы все спят. Ниха спит, Бавин спит. Ну, абсолютно все индийцы после... А я ему не даю. Я Парам в последнее время не даю. Очень строга в этом плане. Он злится, говорит, это нормально, так и надо. Very normal.
People fresh when I Говорит, хоть полчаса поспать, зато потом такое вот отличное состояние, как... Господи, тут перцем или не знаю, что я не могу кашель. Значит, как будто бы заново родился, как свежий огурец. И всего-то поспать полчаса, а ты мне не даешь. Значит, сейчас с Артура снимают мерки. Этот цех находится в ресторане, на территории ресторана Провина. И здесь что-то готовят, да? onion, garlic. Когда готовят They put all. блюда китайской кухни, используют очень много специй и на горячем масле жарят, чем оно все распространяется, и в итоге невозможно дышать. Вышла я на балкончик, здесь свежий воздух и не так першит в горле. Значит, друзья, по поводу билетов. Парам, естественно, узнавал примерно за 1,5 месяца. Тогда была стартовая цена 20 тысяч. 20 тысяч. Вы себе представляете, какой грабеж среди бела дня? Против 7 тысяч. Нормальная, адекватная цена для такого расстояния была бы 7 тысяч за билет. Но сейчас стоит еще дороже. Цена растет в геометрической прогрессии. Сейчас где-то 40 тысяч стоит. Люди возмущаются, что все хотят поехать, но за такие цены. Говорят, что это такое, что за безобразие? Ну нельзя же так издеваться над людьми. 40-50 тысяч. А? Все, Артур, закончили? Недавно, You buy new cafe. Come on. значит, друзья, недавно я прочитала комментарии от одной своей зрительницы, которая нас смотрит уже давно, и она спрашивает, а как же Маноч, почему вы так давно его не показываете на своем канале? Вы что, с ним уже не дружите? Вы с ним поссорились? Нет. Мы с ним общаемся, мы с ним дружим, ну просто так получается, что он не попадает в видео. Все у него хорошо, все прекрасно. Он открыл еще одно кафе. К сожалению, сейчас нет электричества, поэтому не получится рассмотреть помещение, которое он снял, арендовал для того, чтобы здесь открыть новое кафе, третье. Слушайте, я уже переживать начала. Постоянно отвлекаемся, постоянно каких-то знакомых встречаем. Вот мужчина показывает, покажи вот этого парня. Ну и он сам тоже хочет попасть в видео. Окей, thank you. Уже скоро ночь на дворе, а мы так до сих пор еще и не купили Артуру ботинки. Артур, как ты завтра в школу пойдешь, если мы не купим ботинки, а? Есть какие-то идеи? Ногами. Ногами? Тебе все равно. Главное прийти в школу хоть босиком. Тут Артур почему-то не в настроении. Так что, друзья, мои дорогие зрители, все в порядке. All the best. Okay. My friend will open new cafe. Да, окей. When after how many days you will open? First February. Окей. 1 февраля. Так мало совсем времени осталось. Неужели он за такой короткий срок успеет все там убрать, прибрать и поставить? Так, ну что, Артур, слава богу, поздравляю, босиком уже в школу не пойдешь. Нашли ботинки точно такие же, как у нас в Матаране. Я говорю, а есть получше качество? Говорит, нет, говорит, это самое лучшее качество. Лучше уже просто не придумаешь. Но, во всяком случае, размер здесь есть, Артуркин. Вот это, да, смотрите, вот это тот продавец. Hello, Nadia. Say. Hello Nadia, say. Апканам. My name is Sahil. Сагил. Значит, месяц назад именно в этом магазине, именно у этого продавца, у Сагила, Надя купила себе сандали. Ну и вот он сейчас передал привет Наде. Так, и по поводу Маночи, я у Парама спросила, говорю, а Маноч не хочет поехать на это религиозное собрание? Парам говорит, а ты что, говорит, ни в коем случае. Он говорит, настолько вот бережно относится, ну как, контролируются расходы, говорит, они с женой особо даже никогда никуда не ездят путешествовать, но зато они живут в квартире, зато вот у него уже третий бизнес, собирает деньги. Which one is Nadia Williams? I want to show you. Ну сейчас Парам хочет показать парню видео с Надей. We give discount. This is 100 rupees. 100 рупий стоит ананас, но нам сделали скидку за 80 рупий. Как постоянным покупателям. Да, и вот сейчас мне по поводу Маноча Парам уточнил. Оказывается, он собирает деньги
в будущем он собирается построить свой собственный отель или ресторан. Тут как бы и рестораны, и отели называют хотель. А может быть и отель, и ресторан у себя на родине, в Карнатаке. Он родом из того же штата, что и Парам, из Карнатаки. Ну и поэтому он экономит. Значит, что я хочу сказать, как я хочу подытожить. Для того, чтобы присутствовать на этом религиозном собрании, все равно по-любому придется очень сильно потратиться, даже если не лететь на самолете. А на самолете, минуточку, если бы мы, да, всей семьей тогда купили билеты по 20 тысяч, это 120 тысяч рупий только перелет. Остановиться в отеле, обычном номере, который раньше стоил 1000 рупий. Купили зиткатон. Да, как? Сейчас стоит 10 тысяч. You check? Да. Точно? Это не то же самое. This is not same. No. Окей. Катон? Котон? Got, pure got, 100% got. Окей, thank you. Спасибо. Это очень важно. Bye. Вот, друзья. На поездах тоже завышенные сейчас цены, на еду завышенные цены. Так что я Параму сказала, что нет, нет и нет. У нас тоже, как и у Маноча, есть цели. И вот так вот растрынкивать деньгами я не позволю. На этой ноте будем с вами прощаться. Не забывайте подписываться на наш канал. Всех люблю, целую, обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.